Привет, 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 песеры, с вами Морж, и, как я и обещал, давайте поговорим про прокачку наших голландских товарищей, собственно, эпиков Милана, Гуллита, Ван Бастена и Райкарда. У нас, как вы знаете, есть автоматическая прокачка, просто чтобы выбить максимальный рейтинг, чтобы был у карточки на ее основной позиции. Но я считаю, что автоматическая прокачка, это совсем уж для ленивых. Лучше всегда качать игрока под себя. Нахожусь я на сайте eFootball Hub. Здесь это все дело можно посмотреть, есть и приложение eFootball Hub, я думаю, вы все с ним знакомы, но под каждым таким видео все равно возникают вопросы, что за сайт. Вот eFootball Hub, ребят, запомните, это очень полезная херня для нашей игры. Ну и напоминаю, что в описании, закрепленном комментарии, полезные ссылки, просто мой телеграм с новостями, моя личка в телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, в общем, все по стандарту. Ладно, давайте смотреть, значит, Гуллит, какую нам максимальную прокачку предоставляет игра. 4 удары, 8 пас, 12 дрибла, 8 ускорения и 8, собственно, скорость. При этом абсолютно не тронуты показатели корпуса и игры головой, и абсолютно не тронута защита. Да, таким образом, на атакующем полузащитнике он будет 97, а с сыгранностью 100 карточка будет 100-го рейтинга. Но я считаю, что, не совсем здесь верная прокачка. Удары, пожалуй, я бы их не качал вообще. Хотя ладно, 4, оно по единичке, первые 4 стата более-менее. Дриблу уж точно я бы до 12 не качал. Как вы знаете, после 8-го стата идет прокачка аж 3 поинта за одну штучечку. Поэтому выкидывать аж 12 поинтов на плюс 4 дриблы. Дрибла у него как бы не суперская, мягко говоря, но вполне пойдет. Мне кажется, 8 здесь, в общем-то, хватит. 8 паса, да, наверное, я бы оставлял. 8 ускорения, да, вполне. Тем более оно увеличивает баланс. Ну и скорость, сила удара, выносливость у него, в принципе, с этим все в порядке. Кстати, отметим отдельно, что у него очень хорошая слабая нога. Вот эти 12 статов я бы минимум на 4 поднимал бы ему прыгучесть, корпус и игру головой. Тем более навык игры головой у него в принципе есть, и на угловых он вам будет помогать. Также я хотя бы на 4 бы поднимал защиту. Вы знаете, атакующие полузащитники у нас участвуют в защите и часто возвращаются обратно, причем достаточно глубоко, поэтому пусть хоть какие-то защитные навыки у него будут. Итого у меня остается 4 стата. По сути, я могу либо на немножечко увеличить реализацию штрафные и подкрутку. В принципе, что штрафные, что подкрутка у него вполне нормальная реализация, для атакующего полузащитника пойдет. Либо немножечко улучшить корпус, либо немножечко улучшить защиту. И вот здесь вот, наверное, я не знаю даже, что выбрать. Скорее всего, я бы вкинул лишние статы, наверное, в корпус, прыгучесть и игру головой. И действительно, звал бы его на угловые. При таких показателях 84 прыжка, 83 игры головой, он очень даже неплохо бы там смотрелся. 86 корпуса тоже для атакующего полузащитника, это просто прекрасно. При этом у него 190 роста, как вы понимаете. Тут он будет реально тащить. Вот такая вот прокачка Гуллита у меня бы получилась. То есть 4 удары, 8 пас, 8 дрибла, 8 ускорения, 8 скорость, 6 корпус и 4 в защиту. Получился бы у меня Гуллит 96, а не 97. Но мне кажется, вот так вот он более сбалансированный, чем при автоматической прокачке. Идем дальше. Марко Ван Бастен. Значит, автоматическая прокачка у нас выглядит вот так. 8 удары, 0 пас, 4 дрибла, 12 аж ускорения, 4 скорость и 4 корпус. Опять же, ускорение, да, с одной стороны, вот 94 умения атаковать, это потрясающе, но я бы опять опускал до 8. Я, в принципе, считаю, что стат выше 90 качать смысла особого нет. Но вот если 90 есть, это уже все отлично у карточки. Дальше упарываться и тем более тратить большое количество поинтов на прокачку этого стата, я считаю, что бессмысленно. Также я на 2 бы уменьшил бы реализацию, штрафные и подкрутку. То есть, чтобы была реализация 90, умение атаковать 90. Так, в чем у Ван Бастена серьезные проблемы? Во-первых, в балансе, да, но, опять же, мы его просто до нормального не вырулим. Будет он 73, если на четверочку поднять, толку от этого. Скорость и ускорение аналогично, но при этом у него очень хреновая выносливость, поэтому скорость, наверное, все-таки вкачать придется. Значит, 4 стата я бы добрасывал вот сюда, 8 у меня остается, и, наверное, 4 стата я бы добрасывал вот сюда. То есть в корпус, прыжок и игру головой. Ван Бастен головой играет очень даже неплохо, и поэтому у меня бы получилась вот такая прокачка. Пасы я бы не трогал, у него они как бы и так хреновые, и тоже особо оно ничем ему не поможет. Итого, у меня получился бы Ван Бастен тоже 96-й, при этом 6 было бы удары, 4 дрибла, 8 ускорения, 8 скорость и 8 корпус.
вменяемая игра головой 86, вменяемый прыжок 78, хорошая сила удара 87, ну и хотя бы выносливость 75, потому что, ну, 71 выносливости это вообще прям ужас ужасный, и уставать он будет очень быстро. Так что вот такой бы получился у меня Ван Бастен. Ну и Райкард, Big Time карта, он опорный полузащитник, но при этом со стилем дирижер. Дирижер, я напоминаю, работает и на центральном полузащитнике. И, наверное, я бы Райкарда качал больше как центрального полузащитника, все-таки, а не опорника. Автоматическая прокачка у него вот такая. 0 удары, 8 пас, 4 дрибла, 4 ускорения, 8 скорость, 4 корпус и аж 14 защиту. Тут даже не 12, а 14. Хорошо, конечно, но это, как по мне, разбазаривание статов. Мне кажется, 8 в защиту вполне себе хватит, если качать из него именно центрального полузащитника. Для центрального полузащитника умение защищаться 80, вовлеченность 85, 86 подкаты, 84 агрессия просто отлично. Удары. Есть ли смысл? Ну, у него тоже как бы есть 73 реализации. Вот. Но при этом штрафные он бьет хреново, подкрутки тоже не завезли. Удары я бы не трогал. Пас. 86-84, как по мне, для центрального полузащитника вполне себе пойдет. Дрибла. С дриблой у Райкарда тяжеловато. И, наверное, дриблу я бы ему поднимал. Все-таки он достаточно деревянный. Итого 12 статов у меня еще остается. И тут, конечно же, стоит впихнуться в ускорение. Потому что вообще ускорение 74 это не особо много. Ну и баланс 68, все-таки, да, я понимаю, он высокий, он достаточно деревянный, тем не менее, хотелось бы от него, чтобы он был пошустрее. Итого у меня остается 4 стата. Вот так получается: 79 умение атаковать, 78 ускорения, 72 баланс, хотя бы так. За эти 4 стата, в принципе, можно подтянуть ему реализацию. Ну, вдруг он будет выходить на какие-то ударные позиции. Либо, допустим, на 2 поднять игру головой, прыгучесть и корпус. Что я на самом деле и сделаю. То есть, чтобы мы таким образом получили прыгучесть 80, корпус 82 и игра головой 80. Опять же, получился он у меня меньше, чем при автоматической прокачке. У меня он получается 96-м, при автоматической он 98-й. Но вы видите, практически все нужные статы у нас в зеленой зоне. Ну, умение атаковать для центрального полузащитника и 79 очень даже хорошо. Скорость дриблинга 78, ладно, реализация 73, ладно, ускорение 78. Но в основном в защиту сможет, бежать нормально сможет, выносливость 87 хорошо, корпус присутствует, прыжок присутствует, головой играет и, собственно, даже забить кое-что может, если будет выходить на ударные позиции. В итоге моя прокачка получилась: 8 пас, 8 дрибла, 8 ускорения, 8 скорость, 6 корпус и 8 в защиту. Вот такие вот дела. Пиши, поймал ли ты вообще этих игроков или нет, как ты прокачивал, пользуешься ли ты автоматической прокачкой или нет. Я с удовольствием все это дело почитаю. Итого, Гуллит вот такой, Ван Бастен вот такой у меня и Райкард вот такой. Спасибо, что уделили время моим мыслям, что провели со мной эти 10 минут. На этом, ребят, прощаюсь. Завтра 2 видоса тоже будет, так что далеко не разбегаемся. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.